Привет! Меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я буду вязать сумочку из шнура карамель. Для сумочки мне понадобится 3 мотка вот такой вот пряжи. Это карамель, цвет капучино. Вот ее характеристики: 200 грамм, 75-80 метров. И набор вот такой фурнитуры коричневого цвета. Пряжа и фурнитура у меня вся от пряжи Центр. Она вся одинакового цвета, то есть это был комплект. Да? Все совпадает по цвету. Ссылку и промокод на пряжу, на фурнитуру оставлю внизу под видео. Крючком номер 5 набираю цепочку из 40 воздушных петель. Раз. Для первого ряда делаю петлю подъема, добавляю еще одну воздушную петлю, отсчитываю от крючка 2 петли, 1, 2 и вставляю крючок в третье звено от крючка в косичку, вот так. Подхватываю рабочую нить, на крючке у меня 2 петли, одну петлю провязываю через другую. Это будет соединительная петля. Вяжу соединительными петлями в каждое звено наборной цепочки до конца ряда. У меня получается по одной соединительной петле, и всего у меня будет 39 соединительных петель. То есть для первого ряда я делаю одну воздушную и 39 соединительных петель. Итого получается снова 40 петель в первом ряду, так же как и в наборной цепочке. И так вяжу до конца ряда. Предпоследняя петля в этом ряду. И вот в эту точку делаю последнюю петлю. Это у меня всегда последняя петля, а не узелочек. Узелочков я в наборной цепочке не делаю. Первый ряд готов. Перехожу к вязанию второго ряда. Делаю воздушную петлю подъема и разворачиваюсь строго вот таким движением. Таким образом моя петля подъема становится лицевой стороной на лицо, да? Вот смотрите еще раз, вот так разворачиваюсь. Если я развернусь вот так, то моя петля подъема вывернется и лицевая сторона ее станет наизнанку. Так не нужно делать. Вот так разворачиваюсь на изнаночную сторону. Первую петлю пропускаю и дальше снова вставляю крючок в полукосичку, но на этот раз с лицевой стороны на изнанку. Подхватываю рабочую нить вот таким движением, как будто бы мы вяжем изнаночные петли спицами. Получаю 2 петли на крючке и одну петлю протягиваю через другую. Получается, теперь я делаю изнаночные соединительные петли. Вяжу так до конца ряда. Снова у меня будет 39 соединительных петель плюс 1 воздушная петля подъема. Итого будет 40 петель в этом ряду. Предпоследняя петля в этом ряду. И последнюю петлю в этом ряду я делаю в подъемную воздушную петлю предыдущего ряда. Вот так вставляю крючок. Вот смотрите, как он заходит с лицевой стороны. То есть прям вот в эту косичку. Вот так. И вот так он выходит с изнаночной стороны. Разворачиваю вязание, делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Это получается уже 3-й ряд. Первую петлю снова пропускаю, сюда сделана воздушная петля. В следующую точку, в следующее звено делаю опять соединительную петлю. Вяжу опять соединительными петлями до конца ряда. Предпоследняя петля в этом ряду делается вот в эту точку. И последняя петля в этом ряду делается, вот смотрите, вот она воздушная петля предыдущего ряда. Я вот так вкалываю крючок, вот так он выходит с изнанки, и вот так он заходит с лица. Снова делаю воздушную петлю подъема, снова разворачиваюсь так, чтобы эта петля встала лицевой стороной на лицевой стороне, и вяжу снова изнаночный ряд с соединительными петлями. Вот это расстояние, это будет ширина сумочки, а вот это расстояние, это будет глубина сумочки. То есть вяжу такими поворотными рядами на нужную глубину.
Провязала я для донышка 15 рядов, давайте его и замерим. Итак, в ширину получается приблизительно 26 сантиметров, а в высоту это 6-7. И перехожу уже к подъему стеночек. Следующий ряд будет обвязывать это донышко по кругу. В краевую точку мне нужно сделать 2 петли, так как это угол. Вставляю в то же самое отверстие крючок, подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Дальше вставляю крючок вот в эти отверстия, их хорошо видно, и прохожусь по короткой стороне соединительными петлями тоже. Так, последняя точка, вот она. Сюда тоже делаю 2 петли. В каждый угол я делаю по 2 петли. И теперь у меня длинная сторона. Длинную сторону я обвязываю вот за эти перемычки. Вот так. То есть вставляю крючок не под косичку. Да? Так будет не очень красиво, потому что эта длинная сторона образована наборным краем. И красивее ее провязать вот за эти перемычки. Так прохожусь вот до этой точки. В этом углу также делаю 2 петли в одну точку для поворота и перехожу к обвязыванию второй короткой стороны. Опять вставляю крючок в такие же точности отверстия. Вот сюда, сюда, сюда. И делаю соединительные петли до 4-го угла. Вот он, 4-й угол, и вот сюда тоже делаю 2 петли в одну точку. А дальше просто начинаю обвязывать этот прямоугольник по периметру. У меня получается здесь соединительные петли, и я также продолжаю обвязывать соединительными петлями, уже не обращаю внимания на углы. Буду поднимать стеночки, ну, пока мое изделие не достигнет какой-то высоты. Провязала я несколько рядов в высоту для стеночек. Удобно считать провязанные ряды по короткой стороне. У меня сейчас их 6. А по длинной стороне, видите, донышко плавно переходит в стеночки. И здесь практически незаметно этого перехода. И вот так пока выглядит моя сумочка. Пряжа, из которой я вяжу, это 6-петельный полый шнур или айкорд. Такой шнур очень легко распускается и очень легко связывается по петлям с таким же шнуром. Как соединить этот шнур аккуратно и практически незаметно, я оставлю вам видео вот здесь по подсказке, либо внизу в инфобоксе. По завершению сшивания шнура не забудьте заплавить торчащие нити, чтобы поверхность шнура не была мохнатой. Вот такой идеальный шовчик с одним небольшим маленьким узелочком получился у меня. На данный момент я связала ровно 2 мотка пряжи, и у меня остается последний 3-й моток. Смотрите, какая красивая и ровная сумка получается уже сейчас. Очень простая вязка. И вот такой эффектный рисунок. Продолжаю вязать соединительными петлями по спирали. До достижения нужной высоты сумочки. А затем я сделаю одну небольшую ручку. Итак, смотрите, в высоту сумочки я провязала 37 рядов. В сантиметрах это получается приблизительно 20. Ряды в таком изделии удобно считать по короткой стороне, потому что по длинной, как я уже говорила, они сливаются с донышком, а вот по короткой их очень хорошо видно. И если вот так считать эти рубчики, то их будет 37. Дальше я сделала разметку маркеров для ручек с обеих сторон. Итак, смотрите, у меня по периметру 97 петель. Я на глаз сложила сумку просто пополам, отсчитала отсюда
12 петель, отметила маркером петлю. И отсюда отсчитала 12 петель и отметила маркером 12 петлю. Между маркерами у меня получается 24 петли. То есть здесь с маркерами будет 26 петель. И с противоположной стороны делаю точно такую же разметку. Между маркерами у меня 24 петли. С маркерами это 26 петель. С этой стороны между маркерами у меня получается 22 петли. А вот с этой стороны между маркерами получается 23 петли. Вот эти расстояния между маркерами я не буду провязывать. Над ними я буду вязать цепочку из воздушных петель. Итак, вяжу все так же по спирали с соединительными петлями до первого маркера. Провязываю соединительную петлю в петлю с маркером. Дальше я помню, у меня здесь было 24 петли, но воздушных петель я делаю больше, для того, чтобы получить ручку. Провязала я 28 воздушных петель и возвращаюсь к обвязыванию сумочки соединительными петлями. Вставляю крючок в петлю, отмеченную маркером, и делаю соединительные петли до следующего маркера. У меня он зеленый. Вот он, следующий маркер, который начинает следующую ручку. Здесь опять делаю 28 воздушных петель и дальше довязываю ряд точно так же соединительными петлями. Как сориентироваться в этой сумке, где начало, а где конец ряда? Ведь вяжем мы по спирали без стыка рядов. Итак, если взглянуть в изнанку, внутрь этой сумки, на ее изнанку, мы увидим угол с хвостиком. Вот он. А вот угол, противолежащий углу с хвостиком по короткой стороне. Вот этот угол и будет началом ряда. Именно здесь ряды сходятся, они начинаются и заканчиваются. Поэтому, когда мы вяжем по спирали, мы будем ориентироваться вот до этой точки. Продолжаю вязать по спирали свое изделие с соединительными петлями. Вкалываю крючок в полукосичку. Когда я дойду до ручки из воздушных петель, я точно так же продолжу вязать соединительными петлями по одной соединительной петле в каждую воздушную петлю этой косички. Точно так же в одну из ее дужек я буду вкалывать вот так. Точно так же, как мы делали при обвязывании наборного ряда. То есть вкалываю крючок в полукосичку и таким образом продолжаю вязать ряды по спирали на нужную высоту для ручки. Высоту для ручки провязала я 5 рядов. Можно посчитать вот эти рубчики. Наборный ряд не считаю. У меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 рубчиков, значит это 5 рядов. Останавливаюсь в углу, который обозначает начало ряда. Да? Вот у меня угол с хвостиком, а вот угол, который обозначает начало ряда. Вытаскиваю петлю подлиннее. Одно звено пропускаю, вставляю крючок с изнанки на лицо в следующее звено, подхватываю хвостик, увожу его и затем вставляю опять крючок в последнее звено, в последнюю соединительную петлю, как бы доделывая соединительную петлю, доделывая ей вторую дужку, чтобы получилось вот так. Подтягиваю здесь все аккуратно. И дальше прячу этот хвостик в вязаных рядах. Удобнее это сделать с помощью крючка меньшего размера, потому что здесь все достаточно плотно. Моя сумка почти готова. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Мне остается лишь снять маркеры и установить фурнитуру. Но перед тем, как устанавливать фурнитуру, я эту сумочку еще отпарю с помощью отпаривателя.
От третьего моточка у меня осталось вот столько, здесь 118 грамм, то есть это чуть больше половины, и этого количества пряжи хватит на какую-нибудь ручку, длинную ручку, и, допустим, на какой-нибудь хлястик. Но у меня фурнитура уже готова, у меня эко-кожа, вот такой вот хлястик у меня, и вот такая вот ручка заготовлена для этой сумки, поэтому этот моточек у меня пойдет в остатки. У меня не нашлось нити подходящего цвета под пряжу и под фурнитуру, поэтому я решила немножко распустить этот шнур в карамель, сложить его вдвое. И вот такой полученной ниткой я буду пришивать свою фурнитуру к полотну. Ширина моей застежки составляет 4 петли. Здесь у меня было 24 петли на ручку, поэтому отсчитываю 10 петель с одного края и прикладываю свою застежку. Вот так. И отсчитываю 10 петель с другого края. Все правильно. Вот в этом месте я и пришиваю застежку. Смотрю, чтобы сверху у меня осталась целая косичка. Пришиваю деталь стежками вперед иголку. Хвостик оставляю. В конце хвостики я просто завяжу на узел. Один круг таких стежков я сделала. Делаю теперь второй круг в те точки, где нет еще стежка, чтобы моя строчка стала похожа на машинную строчку. Прошлась я 2 круга по своей застежке, обрезаю нить. Завязываю хвостики на узел, обрезаю нити под корень и прохожусь по изнаночной стороне зажигалкой, чтобы мой узелочек сплавился. Пришила я и остальную фурнитуру. Вот эту часть я пришила вот такими квадратиками, а боковые части снова стежками. И вот такая сумочка получилась у меня. Здесь вот у нее кнопочка. И вот такая длинная ручка. Ручка на самом деле очень длинная, и это меня немножко удивило, и она не регулируется. У нее какие-то 3 части, но регулировать ее невозможно. Очень простая форма у этой сумки, и очень просто она достигается. Знаете, мне часто пишут в комментариях, что бывает косит дно или куда-то косит какая-то вязка. Вот в этой сумке вязка никуда не косит. Донышко не загибается, не заворачивается, и потом очень легко поднимаются стеночки. Мне кажется, такая сумочка подойдет даже новичкам. Конечно, здесь придется немножко поработать, потому что эта вязка трудоемкая, но результат того стоит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что оставляете комментарии, задаете вопросы. Спасибо за внимание. Пока-пока.